Сад земных наслаждений – это самый известный триптих Иеронима Босха, получивший свое название по теме центральной части, который посвящен греху сладострастия. Знаменитый триптих состоит из складных живописных панелей, наполненных религиозными образами и изображениями загробной жизни, населенными героями Библии, грешниками, демонами и целым выводком странных существ. На левой створке триптиха в безмятежном и мирном раю изображен Бог, представляющий Еву, ошеломленному Адаму, окруженными животными. В центральной части ряд сцен, которые по-разному трактуют, но в целом изображающий истинный сад наслаждений с бессмысленными хороводами, плясками и даже пузырем для катания по воде. Но без музыки не обойтись даже в аду. И вот на третьей панели, где изображаются чудовища в аду, особое место отведено музыкальным инструментам. Группа обнаженных грешников окружает лютню, арфу и колесную лиру гигантских размеров. Для Босха это не атрибуты веселья, а орудия пыток. Дьявольский механизм, представляющий собой вычлененный из тела орган слуха, составлен из пары проткнутых стрелой исполинских ушей с длинным лезвием посередине. Существует несколько вариантов толкования этого фантастического мотива. Так, по мнению некоторых, это намек на человеческую глухоту к словам Евангелия: «Имеющий уши да услышит». Обитатели ада распределены по инструментам. Один замурован в барабан, по которому молотит какой-то черт. Кто-то прикован кандалами к лютни. Кого-то распяли на арфе или зажали в лире, а одного товарища вообще насадили на флейту. Видать, великим грешником был при жизни. Но ваш внимательный взор я хочу обратить на голую попу одного из грешников. Так вот, этот грешник лежит распростертым на полу над нотной книгой рядом с демоном, чья роль, похоже, состоит в том, чтобы длиннющим языком запечатлевать ноты на его ягодицах. Скорее, это перед нами, да во всей красе, лежит какой-то популярный музыкант, в назидание будущим поколениям. Кто бы это мог быть? Свои варианты оставляйте в комментариях. Я так понимаю, логика такая, мол, если музыка – это не атрибут веселья, а орудие пыток, тогда получается, что тот, кто вместо поиска спасения растратил земную жизнь на суетные развлечения, в которые музыкальные инструменты – это их символ, тот должен будет мучиться в вечности. Причем с нотами на попе. Интересно и то, что хор проклятых душ во главе с регентом, монстром с рыбьей мордой, исполняют эту мелодию. Кстати, и современные музыканты расшифровали ее. Давайте послушаем. Какой вывод можно сделать? Босх, безусловно, один из праотцов конспирологии для широкой публики, для искателей глубинного смысла. Он много чего зашифровал в своих картинах, как и Брейгели, подозревая, что и эта мелодия является отсылкой к чему-то. Написал он ее сам или записал чужую, тоже неизвестно.
Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!